Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня у меня будет снова видеоотчет о проделанной работе. Как вы заметили, я в последнее время не выпускаю видео по вязанию крючком, так как переключилась сейчас на вязание носочков. Очень мне нравится это занятие, никак не могу от него оторваться. Носочки как-то захватили меня. Мне это очень нравится. Ну вот пока вяжу носки. Вот, и сейчас кое-что расскажу о своих процессах. Что нового я навязала за первые 2 недели мая, с 1 по 15 мая. Покажу пряжу, какую купила, спицы. Если вам интересны такие видео, присоединяйтесь. Я сама люблю смотреть такие видео других мастериц. Включаю их и спокойно вяжу и слушаю. Также интересно посмотреть, чем занимаются девчонки, какие носочки вяжут, какую пряжу используют. Так как я носки вяжу не очень давно, мне все очень интересно. Черпаю какие-то идеи для себя, знакомлюсь с новой пряжей, инструментами для вязания. Это видео у меня записывалось частями. Я несколько дней записывала процессы и периодически включала камеру и показывала готовые работы. Ну, приятного просмотра всем! Сейчас я собираюсь вязать из вот такой интересной пряжи. Это у меня Нако Боха, цвет 32 452, называется бегущий ранен или бег, переводится с английского. Рваная этикеточка, поэтому я даже не стала показывать моток с этой этикеткой. Очень приятная мягкая пряжа. Смотрела обзоры этой пряжи и где-то видела, что есть какие-то вот не прокрашенные места. Вот видите, белая ниточка, небольшой отрезок. Здесь не прокрашенный. Но на самом деле, мне кажется, это так и задумано. Вот не прокрашенные. Уже связала один носок. Посмотрите, какая красота получается. Осталось только зашить мысочек иголочкой и спрятать хвостики. И вот эти непрокрашенные участки, вот участочек, вот непрокрашенный, вот здесь немножечко белая полосочка, вот, на голубом фоне. Мне кажется, наоборот, эти места как-то даже украшают носочек, и он получается какой-то такой, как под старину, натуральный такой. Ну, очень приятная пряжа, и вязать из нее одно удовольствие. Так, это Нако Боха. Одна из моих самых любимых пряж. Ниточек. Сейчас начну вязать второй носочек. И попозже покажу пару, какая у меня получится. Вяжу на большой размер. Это у меня будут мужские носки. Поглин также немножечко удлинится после влажно-тепловой обработки. Носки после стирки растягиваются. Сейчас пока это у меня полуфабрикат. Так, пошла вязать следующий носок и до следующего подключения. Итак, я включаю камеру уже на следующий день. У вас прошла секунда, а у меня уже почти сутки прошли. Я довязала ту пару, которую показывала перед этим. Сейчас эти носочки у меня сушатся на блокаторах. А пока они сушатся, я покажу вам вот эту интересную пару. Так, что хочу о ней сказать. Я думаю, что те, кто вяжут давно носки, узнали эту пряжу, из которой связаны эти носочки. Давайте сразу ее покажу. Это Alize Super Wash Comfort Socks. Цвет это у меня
Так, вот эта пряжа. Color 7653. Так, ну состав уже все знаем какой. Но мне показалась эта пряжа как-то немножко скучноватой, и я решила ее разбавить вот красными такими секциями. Это у меня пряжа вот красненькая, такая, она даже алая, она не красная, морковная такая. Так, это Аделия Рэйчел, лот 0414. И мне кажется, носочки выглядят более нарядными, такими новогодними. Решила готовить уже с Аней летом, хотя сейчас у нас месяц май, но время летит быстро, и как раз есть пока время готовить подарки к Новому году. Я здесь не подбирала узор на пряже вот этой секционной. Как легли ниточки, так и легли. А, да, еще резиночку я тоже вязала другим цветом, зеленую. Пряжу я не приготовила, но это тоже Аделия. Вот. Ой, так, а вот эта пряжа у меня как ложилась, так и ложилась. Единственное, что красные полоски я сделала все на одном уровне. И провязала мысочки красные, зеленые пяточки. Поэтому видно, что это пара. Что носки не от разных. А вот это такой красивый комплектик. Так. Мне вот больше нравится вот этот носочек, потому что пяточка как-то она лучше вписалась в светлом фоне. А здесь как-то она сливается с темно-синим цветом и не так выделяется. Ну, как получилось, так получилось. Мне эти носочки очень нравятся. Вязала их на спицах 2 миллиметра. Получается, они такие плотненькие. Нравится мне пряжа Ализе. Такая прям шершавая, хорошие нитки. На 64 петлях. И размер у меня получился, давайте в длину на всякий случай я скажу, 23,5 сантиметра. Но это где-то на размер 38. Вот такие интересные носочки. Почему я показываю сейчас эту пару? Хочу вязать снова из этой пряжи. Вот у меня осталось полмотка. Сейчас взвешу сколько грамм. Но уже буду добавлять не красные нитки, а возьму вот эти. Это также Аделия Рэйчел. Так, лот 0414. Такая этот какой. Так, это номер партии. А вот цвет, я не знаю, где они пишут цвет. Но это может быть и не принципиально. Все подбираем цвет на свое усмотрение. Здесь в Леонардо не заклеивают скотчем, и не подлезешь, не посмотришь. Ну-ка, сейчас я... Да нет, они там не пишут. Тут скотчем заклеено. Так, сейчас посмотрим. Да нет, цвета нет. Я уже как-то искала, не могу найти. Вот может быть 23, вот этот Рэйчел 23, а вот этот красный Рэйчел 05. Вот, наверное, вот этот цвет. Так, посмотрите, как тоже хорошо сочетаются эти нитки между собой. Мне кажется, вот этот бирюзовый цвет украсит, и носочки будут наряднее смотреться. Не знаю, какой размер получится. Также буду вязать на спицах 2 миллиметра. Наверное, такой же размер свяжу. Может быть, чуть-чуть поменьше. Не на 38, а на 37. Ну, посмотрим, как в этот раз пойдет дело у меня. Так что пошла вязать вот из этой пряжи пары. А когда те носки высохнут, я вам их покажу, что же у меня получилось. Ну вот, носочки готовы, которые я вам показывала недавно. Вот такие красавцы получились. Я их не делала симметричными, а наоборот сделала противоположным цветом. Если здесь резиночка у меня красная, на этих синяя. Здесь пяточка как бы синяя, начало здесь красное, и мысочек здесь красный, тут синий. Вот такая интересная пара получилась. Я не подбирала цвета, боялась, вдруг не хватит пряжи. Носочки все-таки получились большого размера,
Так, вот 28,5. Ну, это 45 точно подойдут. И паглинок также высокий сделан. Ну, такие полноценные мужские носки. Вот до пяточки 18 сантиметров. Очень приятные. Такие пушистенькие. После стирки пряжа раскрывается. Появляется такой пушок. Носочки совсем не полиняли. Я очень довольна своей работой. Так, вот такая еще майская пара. Прибираем. Далее, что хочу показать. Я уже вам рассказывала вот про эти носочки. Так, они у меня высохли. С вами сейчас вместе снимем их с блокатора. Про пряжу, как я комбинировала, я уже вам рассказывала. Единственное, что я еще сделала вставку. Вот бирюзовая резиночка, пяточка и мысочек я показывала, но вставила еще темно-бирюзовый. Вот здесь полосочку и вот 2 тоненьких. Также, чтобы все сочеталось, не просто я вставила полоску темную, а также на протяжении всего носочка этот цвет повторяется. Чтобы носочки не смотрелись так, что я связала из того, что было, и типа пряжи не хватило, и я тут навязала то, что не попадя. Поэтому вставила такие тоненькие полосочки и вот в 2 местах еще. Но это небольшие носочки на размер 37-38. Очень симпатичные. Так что, скомбинировав 3 вида пряжи, вот, получились вот такие замечательные носки. Это Alize Artisan. Темно-бирюзовые. Вот так, видите, какие нитки темные, скучные. А вот такая уже понаряднее. И вот из этой же пряжи я уже показывала эти носочки. Так что видите, как небольшая вставочка другого цвета, и носки играют новыми красками. Вот такие 2 симпатичные пары получились у меня из одного мотка. И почему я оставила такую полосочку широкую? Чтобы носочки получились симметричные, я их сделала одинаковыми в этот раз. Мне уже не хватило бы ниток на 2 носка. Тут уже остался вот как бы 1 раппорт пряжи. Вот такие замечательные носочки. Давайте также скажу, какая длина получилась у меня. Но они еще немножечко подсядут на миллиметров 5-7, потому что я только что сняла их с блокатора. Так, 24 сантиметра. И паглинок также я сделала высокий. Вот до пяточки 16,5 сантиметра. Так, отставляем эти носки. Так, и какую же пару я связала еще в мае? Вот такие носки из Нака Боха. Вот пряжа. Joyful, радостный, значит, называется. Ну и правда, посмотрите, какая расцветка веселенькая. Color 81 927. Вот так выглядит пряжа. И вот такие интересные носочки получились. Они у меня абсолютно одинаковые. Тут я уже подбирала узор. Ну, не подбирала, просто начала с одного места, и получились одинаковые носочки. Они у меня небольшие, 37 размер, наверное, 37-38. Так, ну, 23,5 сантиметра. И также высокие, до пяточки, вот 16,5. Вот такая красота. Яркие, интересные и очень приятные на ощупь. Вязала также на 64 петлях спицами 2 миллиметра. Здесь резиночка 2 на 2, а вот на этих носочках я сделала резиночку 1 на 1. И здесь у меня лицевые петли скрещенные. Так, вот такая 4-я пара майская. Вот такие носочки у меня готовы. Их я связала с 1 по
15 мая. Ну, у меня тут было несколько дней перерыва. Мы уезжали на 3 дня в Ростов. На прошлых выходных я не вязала ничего. Если вы знаете, я живу в Воронеже. И вместе с мужем мы болеем за наш факел родной. И ездим. Я в этом сезоне не пропустила ни одной игры, домашние матчи все посетила на нашем Воронежском стадионе. И вот на майских праздниках ездили в Ростов на 3 дня. Факел, кстати, выиграл 2-0. И вот я 3 дня не вязала, пока были в Ростове. Так бы я, может быть, еще одну пару связала. На этих выходных ходили в Воронеже на матч. А это целый день у нас занимает посещение футбола. Поэтому... Так, вот это, что связала, то связала. Так, все, эти носочки я отставляю в сторону. И сейчас хочу показать, какие у меня новые покупки, приобретения. Все-таки вязание носков меня затянуло не на шутку, и хочется как-то усовершенствовать уже свой процесс. Покупаю новые спицы, пряжу. Сейчас я вам все это покажу. Сейчас хочу показать спицы. Я вчера получила их, заказывала. Это номер 2,25 миллиметра. Никогда не вязала такими спицами. Обычно я беру спицы 2 миллиметра, 2,25 и 2,5 максимум. Люблю вязать спицами 15 сантиметров. У меня много разных спиц разных фирм. Но вот 20-сантиметровыми мне не так удобно, как вот именно коротенькими 15 сантиметров вот эти спицы. Первый раз такие спицы купила. Они подороже, чем какие у меня были до этого. Вот решилась разориться и купить. Они стоят порядка 600-700 рублей. Сколько я там за них заплатила? Это Knit Pro Zing. Вот 15 сантиметров, 2,25. Не удержалась и уже набрала резиночку. Попробовала, как ими вязать. Спицы не гнутся. Но пока еще не поняла свои ощущения. Как-то при переходе с одних спиц на другие, но вроде бы уже привыкла и приноровилась, и нормально. Но они как-то более шершавые, и петли как-то сходят. Может быть, надо послабее вязать, как-то они туго вот двигаются по спице. Я обычно вяжу туго, наверное, надо мне ослабить натяжение. Так, а до этого вязала спицами вот пони, также 15 сантиметров, но они у меня погнулись. Я сейчас их немножечко распрямила, но все равно видно, что они гнутые. Вот мне они тоже очень нравятся, по ним прям хорошо, ниточка так скользит, спицы не вылетают. Ну и вот эти самые простые спицы я просто сейчас переодела, чтобы вторую резинку я вяжу из остатка, чтобы пряжи хватило. Это от Гаммы, тоже хорошие спицы. Ну, не знаю. Я еще не особо опытная, чтобы что-то придираться. Мне все устраивает. Все спицы мне нравятся. Ну, подольше повяжу на этих. Может быть, еще другой номер. Вот 2 куплю и тогда поделюсь своими ощущениями. Так что вот такие спицы. Очень удобно, что на них указан сразу вот размер 2,25 миллиметра. Вот. Это я носочки начала вязать, буду их комбинировать. Также вот мне почему-то не нравится вязать просто из одной пряжи. Вот Alize Comfort Socks Superwash. Вот как-то тоже скучновато. Я буду добавлять Alize Artisan вот такого кирпичного терракотового цвета и вот эти желтые резиночки. Ну вот так что-то скомбинируется у меня. Так вот буду их вязать. Да и также будут мужские носки. Не знаю, почему мне нравится больше вязать мужские. Ну, есть где развернуться, разгуляться. Детские связал маленькие и все. А тут прям вяжи и вяжи без остановки. Так, про спицы рассказала. И теперь хочу показать пряжу, какую я купила, новенькую. Так, у нас на дворе месяц май. Хочется чего-то яркого. Такого цветочного. И вот купила такие нежные все тона. На Новый год, ближе к зиме, будем уже выбирать другие оттенки. Вот такой весенний Alize Artisan Superwash. Цвет 90-12. Это классическая носочная пряжа.
Не знаю, что получится. Потом также вам покажу, какие носки у меня свяжутся из этой пряжи. Еще пока готовых носков из этой пряжи я у девочек на каналах ни у кого не видела. Ну, вот свяжу и посмотрю, что же получится. Самое очень интересно. И вот такая Alize Artisan. Здесь уже больше сиренево-фиолетово-розовые оттенки. Ну, тоже такая нежная, весенняя, цветочная. Цвет 9003. Вот. Ну, нравится мне Alize Artisan. Так, и может быть что-нибудь я здесь и добавлю, какой-нибудь фиолетовый, сиреневый, также пяточку сделаю. Но это уже буду все думать по ходу работы. Так, давайте покажу Нака Боха. Тоже вот такие яркие оттенки взяла. Вот это травяной. У нас сейчас во дворах косят траву. Я решила тоже такую травянистую купить зелень. Так, цвет Color 81 815. Так, Cottage Core. Так, и надо перевести в переводчике. Сейчас я остановлюсь и переведу, как для интереса. Сейчас скажу. Так, посмотрела, как это переводится в переводчике. Значит, эстетика загородной жизни. Видите, что творится? Какая красота и какое название красивое придумали. Также классическая пряжа, 75% шерсти, 25% полиамида. Но Нака Боха все знают. Вот. Это Нака Боха. Тоже посмотрите, какая яркая, веселенькая. Так, Winter Garden, зимний сад, Winter Garden. Вот, очень красивая пряжа. Думаю, носочки получатся также интересные. Так, вот такие сиреневые. Сейчас везде у нас расцветает сирень. Черемуха скоро зацветет. Purple Rain. Так, пурпурный дождь. Ну, она и картинка, видите, какая. Так, вот такие носочки. Так, это что? Тоже Нака Боха. Soul Space. Какой-то космос. Что такое Soul? Так, сейчас смотрим обязательно. Нам... Так, про цвет я не сказала. Этот номер 82 456. Этот цвет 82 454. Так, смотрим, что такое Soul. Так, посмотрела. Мы так с вами английский выучим. Soul – это душа, а Soul Space – это пространство души. Видите, какое интересное название. Цвет 82 437. Может быть, уже сказала, уже запуталась сама. Вот такой, кому нравятся вот такие оттенки. Тут серый, светло-серый, розовый, такой малиновый и разные оттенки фиолетового. Ну, очень красивые даже также носочки. Так, ну вот такие я видела уже в готовом виде на каналах у девочек. Нака Боха также цвет, давайте сразу, 81 740 и называется Сан-Франциско. Хорошо, переводить здесь не нужно. Ну вот этот красный мост их, известный символ Сан-Франциско. Так, вот такие носки также буду вязать. Заказала даже 2 мотка таких. Ох, какие красивые носочки будут. Так что подарков навяжется у меня. Так, и вот такую новую пряжу взяла. Это Регия. Такие красивые носочки получатся. Но здесь, конечно, картинка с других оттенков. Здесь нету рыжего. Здесь зеленый, синий, фиолетовый, молочный. Но раскладка должна получиться вот такая. Но опять же, посмотрим, что получится. Так, Color 03 658. Это также классическая носочная пряжа. 75% шерсти и 25% полиамида. В 100 граммах 420 метров. Очень приятная. Не знаю, тоненькая, не тоненькая. Но я сейчас больше вяжу на спицах 2. О, палец тоже, как у меня стерся. 2 миллиметра. Ну, не знаю, может быть 2,25. Не, наверное, 2 миллиметра все-таки возьму. Вот Нака она потолще. Вот эти буду вязать, может быть, даже на 2,5. Так, и вот такая пряжа. Первый раз ее купила. Регина от Сиам. Также произведено в Италии. 420 метров на 100 грамм.
75 шерсти, 25% полиамида. Симпатичные носки должны получиться. Вот такая картинка здесь. Ну, как они будут в вязании, я думаю, очень даже хорошо. И опять же, пряжа раскрывается после стирки. После того, как мы носочки свяжем, стираем, и они уже совсем по-другому ощущаются. Ой, прелесть. Так что вот такие у меня покупки. Смотрю, сама себе завидую. Нарадоваться не могу. Что нам нужно для счастья? Вот такая красота у меня должна получиться в скором времени. А, вот еще моточек новой пряжи. Также вам хочу показать. Никогда не видела такую пряжу. Happy Fit Mondial. 75% шерсти, 25% полиамида. Но это большой моток, 150 грамм и 450 метров. То есть ниточка потолще, чем вот у этих всех. Ну вот ее точно вязать 2,5, 2,75 у меня нет спиц, но буду на 2,5. Но она на ощупь почему-то как синтетика, не знаю. Хотя в составе 75% шерсти. Ну, спицы рекомендуют 3-4 миллиметра. Ну вот не знаю, на носочки пишут 100 грамм уходит, так как пряжа толще. Ну, посмотрим, что получится. Картинка, конечно, не соответствует. Так полоски у нас по-любому не получится. Вот. Итали. Ну, такая тоже весенняя, сочная. Красивые носки, такие объемные должны получиться. Действительно зимние, толстые. Не знаю, если кто-то вязал из этой пряжи, напишите свои впечатления, какими спицами вы вязали. И если вязать, на какой размер, сколько вот петель набирать, я пока еще не могу сориентироваться. Наверное, буду пробовать вязать и распускать. Ну, может быть, и сразу попаду в какой-то размер, не знаю, посмотрим. Ну вот, все рассказала, показала все свои покупки. Если вам было интересно, ставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Все это помогает продвижению канала. Вяжите с удовольствием. Извините, что пока не снимаю никакие мастер-классы. Как видите, носки меня не отпускают. И как можно понять, это надолго. Вот. Ну, всего вам доброго. До новых встреч.